Иду, ищу местечко, где сесть, поговорить с вами. Какой-то арт собирается. Назад пойду, может, сниму. Как миленько тут. Сад Красинский. Ой. Сейчас пятница, вечер, поэтому людей много. Вон с обручем играют. Небольшой фонтанчик перед библиотекой народной. Хочу такое местечко найти, чтобы поменьше мимо людей ходила, а то это меня отвлекает. Всем привет! Добро пожаловать в новое видео. Оно будет больше таким разговорным, как в принципе все, точнее два моих последних. Такой стиль. Почему? Потому что, так, я опять себе тут сначала в заметках в телефоне написала, потом сюда написала. Короче, птички летают. Там люди идут, конечно. Конечно, с видом не получится на библиотеку, потому что освещение уже не очень, уже дело к вечеру. Начну с того, что особо никуда я не хожу, не езжу, потому что, как вы из предыдущих влогов моих можете знать, что я сейчас пока с коленями как бы их лечу, да, разгружаю, потому что у меня там как бы начальная степень артроза. Как мне доктор сказал, ортопед, нарушение питания хряща. Так что я там пью сейчас какие-то таблетки, витамины, хондропротекторы и вот максимально пытаюсь разгружать колено. Такой набор у меня из витаминов и чуть-чуть таблеток. То есть утром я типа ковыляю до работы, там я пытаюсь очень аккуратно работать, чтобы, опять же, там без резких движений, чтобы не было боли в колене, чтобы не нагружать его, как я уже сказала. Ортопед-травматолог сказал носить ортез, кажется. Я его периодически надеваю, но, опять же, я тоже послушала информацию, что постоянно в нем нельзя ходить, чтобы как бы не атрофировались совсем мышцы в колене, чтобы тоже работали, нагрузка хоть какая-то была. Также я активно сейчас пытаюсь прикладывать все усилия, чтобы не скатываться в отчаяние от своей как бы ограниченности, временной ограниченности своих там действий, любимых занятий. Для меня это тяжело просто, опять же, в условиях там иммиграции, всех этих дел с документами, с переездами, я чуть позже об этом упомяну. Опять же, вот это все на грани иногда отчаяния у меня бывает. Почему? Потому что еще остаются как бы резкие такие боли, непредсказуемые просто. Уже, то есть ровно неделю назад я была вот как раз у ортопеда-травматолога. Уже пью, получается, 8 дней нурофен, также кетонол этот. Как бы боли остаются, вот эти резкие. Я не понимаю, почему до сих пор. Я не знаю, сколько должно мое воспаление это пройти. Я такой вот вопрос не задала, к сожалению, ортопеду. Задавала много про активность, а вот про то, как у меня это все должно проходить и через примерно какой вообще срок у меня должно вот это все такое острое пройти, я, к сожалению, не спросила. И потом еще у меня такие тревогу добавляет то, что я думала, правильно ли мне этот врач вообще, ортопед, сказал диагноз, назначил лечение, там, рекомендации. Потому что как бы я просто, как я представляла, что я сделала МРТ, я сходила
сходила к ортопеду, да, травматологу, он все посмотрел своими профессиональными глазами, все сказал, что делать, и я так думала, что на 3-4 день где-нибудь у меня уже будет стихать боль, и проходить, то есть тем более я от воспаления пью и все делаю, разгрузку ЛФК уже делаю, уже на 2-ю неделю, все четко, то есть и как бы я ожидала улучшения, ну как обычно там начинается лечение, и улучшение вскоре приходит. А тут вот эти вот, ну, вроде уже нормально хожу, да, не хромаю, и потом на работе там или просто у зеркала немножечко встала на левую ногу, и снова резкая вот эта боль. Это, конечно, очень так напрягает, и после ортеза бывает снимаешь, или в нем тоже очень начинают как-то такие некомфортности, короче, в колене ощущаться. В общем, стрёмно, нету как бы уверенности в колене, вот. Вот такой чувак тут ездит супер медленно, не знаю, что он делает, баланс, может быть, тренирует. Ну и вот получается, что я большую часть времени дома. А еще на улице тут жара какая-то аномальная, ну как аномальная, там 34 градуса, но на улице, да, 34, а дома у нас 31, но вообще никак не продувается, у нас как бы одно окно и там же дверь. И все, и просто парилка. Ну и опять же, чтобы там как-то себя поддерживать и вообще делать то, что мне нравится, я, конечно, дома там на YouTube нахожу какие-то тренировки, где колени там, да, не задействуются, там наверх тела с резинками. Вот у меня есть резинки, я теперь с резинками там что-то все делаю. Также на пресс какие-то тренировки делаю. Ну и я еще нашла для себя, узнала, точнее, изометрические упражнения, то есть почти то же самое, что как статика, то есть они тоже эффективны, достойные, и как замена динамическим силовым тренировкам в спортзале, да, на время, когда ты там не можешь этого делать, физически ограничен, то можно и это тоже как бы поддерживать свои мышцы в тонусе, в форме. Насчет моего питания, я же уже говорила вам, что я начала есть там курицу и рыбу, и для меня это просто, я вижу яйца или вижу там рыбу, когда ем, я вижу в нем кучу питательных веществ, витаминов, которые мне просто необходимы, чтобы быть здоровой, чтобы мои там хрящи, суставы, связки питались нормально, достаточно и хорошо функционировали. Ну и, конечно, я рада, что мне на вкус приятны, да, эти продукты, потому что если бы мне было неприятно, против бы себя я точно не ела. А так яйца мне нравятся, я в основном сейчас вареные ем. А рыбу тоже очень нежно люблю готовить и вот так кушать, или там консервированный тунец иногда тоже. Так, ну и теперь про момент с нашим переездом предстоящим. Расскажу. Я вроде как еще не упоминала, что мы собираемся уезжать из Польши. Вот сейчас упомяну. Куда, я не буду сейчас говорить, это будет у меня уже во влоге, там подробно с переездом влоге. А здесь мы сейчас вообще наши визы рабочие в Польшу кончились еще в феврале того года, то есть 22 года. Но они автоматически стали продляться по карантину, статусу карантина, потому что Польша только на своей территории своей страны сделала закон, что все документы, на основаниях которых тут иммигранты остаются в Польше, они будут автоматически продляться, вот пока есть этот статус карантина. И он очень долго длился, а мы еще и плюс на карту побыта подались, но мы же не знали, что вот этот карантин будет длиться вот до конца июля этого он длился, так что можно, в принципе, на карту побыта еще не подаваться, а податься вот только недавно. А мы при этом платили во Вроцлаве, в Лодзи по 440 злотых. Из Лодзи нам уже вернули, а из Вроцлава нам еще не возвращают деньги. А это вообще-то не маленькие деньги. Ну и вот, в конце июня кончился этот статус карантина, и плюс месяц дается как бы типа на выезд. Так что официально до 29 июля мы могли тут оставаться, а сейчас мы на основании ожидания карты побыта. У нас было поданы документы, и вот мы переносили из Лодзи сюда, и как бы мы еще ожидаем, наше дело еще рассматривается, поэтому мы здесь можем официально находиться, оставаться. Да, кстати, вот последние дни все же жара, там плюс 30, плюс 34, а сегодня ночью в 3 утра была, короче, какая-то адская сатана. Была адская молния, адский гром.
просто раскаты грома на все небо прямо над нами, и сверкало, конечно. Дождь был вообще, мы проснулись с Вартановой, я не знаю, кто бы мог спать под такой шум, но я думаю, если бы закрыты, конечно, окна были, но если бы у нас закрыть окна, мы задохнемся. Ну и кто-то ко мне прилетел. Да, и хочу сказать по поводу той работы горничной. Круто, что меня не взяли, потому что у меня уже колени все уже начали сдавать. Кстати, это может тоже способствовало, потому что там на той работе вообще невозможно же было ну, наклонами только работать, как бы, то есть не приседая на корточки, там надо все тереть, пыль, я не знаю, под кровати чуть ли не лазить, на антресоли лазить, на корточках, то есть там невозможно было бы просто обойтись вот наклонами. Так что все не зря. Вот так вот, я думаю, что это тоже способствовало вот этой нагрузке еще такой усиленной, что я там на корточках ползала по 10 часов. Ну не по 10, по часу, по 2 точно. Так что все случилось так, как надо. Да, конечно, денег меньше, но я бы все равно не смогла там сейчас работать, и какой смысл? Этот чувак снова ездит. Ему нравится, видимо, тут перед людьми ездить. Супер медленно. Становится еще темнее и холоднее, кстати, хотя 27 градусов. Но по сравнению с 34 это, наверное, мало. Короче, холодно. Расскажу такую быстренькую историю вот таких браслетиков, вот таких бусиков. Началась история такая, что я нашла такие бусики, ну, типа таких, только разноцветные. Короче, нашла, взяла, покайфовала, походила в них, а потом я их из рубашки потеряла, короче. Пока тоже видео ходила, записывала, тогда вот на пляж пошла. И потеряла их, расстроилась. И потом время проходит, не знаю, несколько дней, и в Вартана есть группа про Варшаву, и там такая типа акция, что большие скидки в Росмане. А Росман это типа там бытовая химия, косметика, всякие штучки, короче. Так вот, и я как собралась, как полетела в этот Росман, зашла в один, а там уже таких никаких ни браслетиков, ничего нет. А потом я зашла в другой Росман, и там куча вот таких вот, ну, короче, этих браслетиков цветных, вот этих для очков, просто море. И я набрала 5 штук, и получилось за 5 злотых, потому что каждая штучка стоила 0,99 грошей. Это вообще кайф. Вот так вот вселенная мне помогла. Вот это все. Раз, два, три, 4, 5. На 5 злотых. Вон люди кайфуют. Пятницу вечер. Какая-то группа. А какая здесь красота. Озеро со статуями. Короче, все, я оделась, потому что что-то совсем холодно стало. Хотя 27 градусов, как так может быть? Но, видимо, может. Холодный ветер, может, из-за этого. Там бадминтон играет. Класс. And a song someone sings once upon a December. А здесь можно увидеть фрагмент стены, отделявший как бы закрытый район гетто для еврейских жителей от арийской части города. А мне до дома осталось метров 100. И за эту прогулку у меня не было боли в колене. И я так счастлива. Если у меня сейчас, конечно, за эти 100 метров не стрельнет, то это очень круто, потому что я, в принципе, немало прошла. Ну, плюс транспорт, но и походила так немало. Вот так медленно я поднимаюсь обычно. Оп, тут что есть? Заначка. У кого-то тут был пикник. Вчера, наверное, в пятницу. Всем добрый вечер. Я недолго время
Всем добрый вечер. У нас сейчас 7 часов вечера. Долго искала местечко, где сесть. Сейчас суббота, вечер, и все занято, особенно в центре, что я тут во дворах села. Немного времени прошло с моего разговора вчера, который я записывала тоже. Информация добавилась за ночь. Почему? Потому что я до полуночи разбиралась со своим этим описанием МРТ. Я же сделала перевод на русский. Короче, я решила разобраться, что конкретно, да, какие у меня там процессы происходят в колене, чтобы мне успокоиться, знать, чтобы мне успокоиться, мне нужно все знать конкретно. Так, и опять же, я на листочек записала, потому что я в заметках себе пишу, да, какие-то эти пункты, что я хочу сказать, и потом я переписываю на листочек, чтобы не теряться в смысле. Я разобралась, я офигела, реально офигела, но я разобралась, я думала, я никогда это не пойму описание, ну я не врач, и там какие-то такие сокращения все, а это еще с польского переведено, может не так как-то сокращение. В общем, когда-то я попыталась тогда сразу, но у меня что-то не получилось, не нашла там ни менисков, ничего такого, никакой информации. А тут я поняла, в общем, у меня же спереди в основном боль вот резкая проявляется. Я думала, что это связки, тем более мне подружкин муж, вот она передала мне, сказал, что там, как это называется, расслоение, короче, не помню это слово, типа расслоение, что-то, я вставлю это словечко, как оно звучит. Я думала, что это связки, а это, оказывается, как раз хрящ. И первое, что мне написано, это вот надколенник, хрящ надколенника, первая и вторая стадия хондромаляции. А хондромаляция – это разрушение, размягчение. И поэтому мне и написали, в общем, этот диагноз, типа этот артроз начальной стадии, ну, самый начальный, короче. Вот, оттуда у меня и боль, оттуда и воспаление. А дальше я таки нашла вот эту тему про мениск, и у нас в каждом коленном суставе по 2 мениска. Есть латеральный, есть медиальный. Латеральный – это внешний, а медиальный – это внутренний. И у меня вот как раз ЛМ – это латеральный мениск. Он немного, там есть нарушения, но, как я уже слушала, и про ЛФК, что его можно легко восстановить. Ну, как бы можно восстановить, просто главное упорство, постоянство вот этих ЛФК, ну, правильное питание, все это понятно. Потом у меня еще в описи, да, в описании МРТ моего колена есть большой пункт про там что-то хроническое с кистами, там 3-й, 4-й или 2-й, 4-й степени, короче, тоже хондромаляция, какой-то там всяких средних чего-то там. И я так поняла, что это как раз про мою заднюю крестовую связку, потому что я же ее как раз тогда и рвала. Я думала, вообще у меня слева где-то я типа боковую порвала, но оказывается все-таки заднюю, потому что тогда, в 2016 году, я особо как-то вот не интересовалась, что именно я там себе почти порвала. Ну, а она у меня удачно срослась, да, там все зарубцевалось, вот эти кисты там вот эти все, ну, это как хроническое, это уже у меня так и будет, как срослось, так срослось. И это тоже нормально, потому что мне вот как раз ортопед сказал, ну и типа живите еще 100 лет, занимайтесь, все будет хорошо. Так что с этим у меня тоже все в порядке. Ну и вот я перехожу как раз к лечению, которое он мне назначил, и оно как раз совпадает, вот там на одном сайте я нашла при хондромаляции, вот как раз хряща надколенника, консервативное лечение, это есть противовоспалительные, которые он мне назначил, потом ЛФК, покой, то есть, да, максимальная разгрузка сустава, наколенник там носить, ну, еще физиотерапия, и еще там бывает вроде как гиалуроновую кислоту вкалывают туда, но физиотерапия это как бы деньги, и вкалывание это, я думаю, даже не обязательно, как бы, это плюсы, минусы там, то есть это тоже не обязательно, он мне это не советовал, а про физиотерапию, да, советовал, но это дорого. Но еще там такое написано, что если типа консервативное лечение не помогает, не поможет, то там уже, конечно, опять это хирургическое надо, там это прочищать как-то там сустав, такая какая-то есть операция, в общем. И восстановление занимает примерно от 1 до 4 месяцев, но я думаю, как у кого какая стадия, у меня, в принципе, начальная, так что вот он мне как раз сказал 1-2 месяца, ну, до 2 месяцев, это все более-менее сохранять, и так что можно на 100% восстановиться, и все будет четко, поэтому он, в принципе, мне так и сказал. Все, что прогнозы хорошие, все нормально, главное вовремя обратились, полечитесь, все будет хорошо. Ну, в общем, я намного успокоилась, у меня уверенности добавилось, и что я наконец-таки сама разобралась. Он мне, кстати, и сказал это, что хорошо, что вы это перевели, ну, для себя.
И вот, наверное, он узнал, какая я дотошная, как мне нужно все эти моменты знать. И, то есть я примерно понимаю, что к чему, и что реально врач толковый, и все нормально понял. И я, та, которая не училась и без медицинского образования, анализирую и оцениваю его компетентность. Фу, рука устала, облокочусь. Короче, и сейчас я зашла, еще, кстати, купила магний и этот витамин С, потому что он помогает усваиваться коллагену. Коллаген я заказала, потому что он также круто его принимать с хондропротекторами, то есть это тоже для здоровья связок, хрящей, костей, кожи, ну и всего остального. Коллаген. И такой момент теперь будет. Этот коллаген, он из кожи коров. Есть еще морской коллаген из чешуи, кажется, рыб. И я помню, в Лоде, это где-то больше даже полгода назад, я какой-то тоже коллаген заказывала, а в Артану я заказала, кажется, морской, потому что я подумала, что нет, я рыбий не хочу, а я не знала точно, что это за коллаген, но он подешевле был, и я не нашла в составе ничего, я подумала, что он точно не животный, какой-нибудь из воздуха, солнца, и там коллаген крутой. И куча. В общем, я его пропила, почти весь, так как сейчас осталось, я его вот сейчас начала пить, потому что я сейчас жду, пока он мне придет в понедельник коллаген. Так вот, да, и хочу повторить, что да, он из кожи этих коров. И кого я обманываю, я хотела сказать об этом, что я уже не вегетарианка, с первой таблетки из оболочки желатина, которые, и там мармеладки. Вот, я не так давно начала есть мармелад, но я как-то решила, что я буду его есть, там тоже желатин, полезно, это нужная тема. Так что все, я уже давно не вегетарианка. И еще с тем желатином, с этим коллагеном, который я пила из кожи этих коров. Так что вот, это мое официальное заявление, признание, не знаю, как это называется, признание, разоблачение, заявление, что я уже не вегетарианка. И мне, кстати, наоборот, даже спокойнее стало и свободнее, и все. Да, но хочу отметить, что там мясо коровы, там свинину и так далее я пока, не собираюсь, не знаю, не хочу. На данный момент я и не готова, и не хочу это есть. Но к курице, индейке я так скажу, что я созреваю и готовлюсь. Еще я хотела поговорить про книги. Я за последний месяц-два прочитала Анну Каренину Льва Николаевича Толстого. И мне просто интересно, может быть, кто-то читал из вас, подписчиков и просто кто смотрит это видео, кто читал Анну Каренину. И мне очень интересно ваше мнение, впечатление, потому что я, честно, была восхищена этой книгой, просто глубинными чувствами, эмоциями, которые там вот все это повествуется, описывается. Короче, я просто несколько раз горько плакала, потому что, я не знаю, книга просто сила такая, вот такое. Короче, мне было интересно, кто-нибудь, если читал, то пишите в комментариях, как вам эта книга. А сейчас я читаю «Войну и мир». Первый том дочитываю, и там тоже, да, есть места, там про войну какие-то моменты описываются, но тоже сюжет сам, и все эти чувства, отношения там очень интересные, и я снова кайфую. Я прям, не знаю, дико благодарна Льву Толстому за такие мощные произведения, и я очень рада, что я доросла наконец-таки и могу такие вещи мощные читать, понимать и проживать. Так что, может, тоже кто-то в процессе чтения, да, «Войны и мира» или уже закончил читать. Тоже интересно ваше отношение, ваше мнение, впечатление. Да, и хочу добавить, что у меня вот со школьных времен у меня был какой-то страх этой книги «Война и мир», потому что, там, как нам говорили, бесконечное описание этих военных сражений, вот этого всего, и то, что она 4 тома и бесконечная книга, никогда в жизни ее не прочитать. У меня остался какой-то такой страх, что, наверное, это очень скучная и неинтересная книга. Но так как я уже первый том дочитала, сейчас второй начала,
И с таким бэкграундом прочтенных книг, как «Имя Розы» Умберто Эко, потом собора Парижской Богоматери, это «Война и мир» для меня уже кажется вообще простой книгой. Те описания войны в этих... И мне даже нравится вообще описание этих военных действий. Это тоже погружает вообще. Лев Николаевич Толстой очень круто погружает в атмосферу. А еще раз хочется выразить ему просто гигантский современный 21 века респект за его труд, за его мастерство. Столько он всего знает, что может такие книги мощные писать, подробные. Я невероятно ему благодарна. А там, в то время, пока я тут сижу, там что-то происходит. Там на велосипедах или на роликах едут все, по-моему. Не знаю, отсюда не видно. Видно. Интересно. Какой-то митинг на роликовых коньках. Еще и с музыкой. Ладно, буду тут заканчивать свой разговорный влог. А вам всем спасибо за просмотр этого видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться и комментарии оставлять. До новых встреч!